Ты зачем сейчас мне так говоришь? Ты меня пытаешься дискредитировать в глазах моих подписчиков? Если вам не видно, друзья, там все завалено снегом. Че, все, до горизонта какие-то горы снега высоченные. Лед, здесь ничего не чищено. И сосульки еще висят. Бюст Пушкина, но дойти до него не получается, потому что снега по пояс. Решили мы с Левой посмотреть, как выглядят стоянки на дороге. Туалет. Вот видишь, это туалет. Это видишь, там туалет. МЖО. И телефон. Если вам не видно, друзья, там все завалено снегом, при этом завалено уже давно, и явно до весны никто здесь убирать ничего не будет. Они просто не чистят стоянки. Поэтому, если нужно в туалет, тебе надо идти в лес, да, наверное? Я бы предложил решение намного проще. Просто ставишь, вот втыкаешь сюда у обочины одну пару лыж. И ты просто на лыжах едешь в Если это. тебе реально надо, ты доедешь до телефона или до туалета, дойдешь на лыжах. Они ничего не чистят. А вот что происходит с мусором. Тоже ничего не происходит. Смотрите, их снег не вывозят, а скидывают на обочине. В итоге на обочинах такая 2-метровая уже гора снега, и не видно дорожные знаки. Потому что этот снег как раз на уровне, где дорожные знаки были. Вот сейчас для масштаба здесь вот кое-где видно, а кое-где нет. Вот здесь автобусная остановка. Вот видишь, он прям под знак, а некоторые знаки были сейчас спрятаны. Где-то вот торчит, видно, а... Ни одного я не видел, что был спрятан. Ну мне что, вернуться, Лёх, я не понял. Мне не угрожай, слышишь это? Ты зачем сейчас мне так говоришь? Ты меня пытаешься дискредитировать в глазах моих подписчиков. Ты все равно это вырежешь. Я не вырежу это. Интересно, почему у них нету всех этих штук, вот как стационарных архитектурных элементов. Там крышу какую-нибудь. Не, ну как, остановка почему? Остановка-то есть. Нет, я имею в виду вот дома, да? Почему они не делают? Потому что, мне кажется, ради нескольких месяцев, когда у тебя много снега... Каких нескольких? Здесь как бы 7 месяцев в году-то. Где-то это я уже слышал. Лёва, это ты пишешь эти комментарии про 7 месяцев в году? Когда платят. Я в Квебеке. И здесь очень холодно и очень много снега. Посмотрите, какие горы снежные просто повсюду. Здесь, видимо, был какой-то снегопад. На улице минус 16 он показывает, но по ощущениям все минус 30. И очень сильный ветер. И вот такие вот горы, все засыпано снегом. Теплая остановочка. Вот так вот она выглядит. Сюда можно зайти. И здесь у нас информация об автобусах. Здесь у нас тепло. Вот подходит автобус. Пассажиры идут на посадку. Ничего лишнего, никакой рекламы. Есть табло, где показывают маршруты, температура, минус 17, минус 18, какой кошмар. 2 выхода, оба выхода для инвалида доступны. Есть, видите, даже кнопочка, которая автоматически открывает дверь, если вы вдруг на инвалидной коляске, чтобы вы могли спокойно выехать. Чтобы подъезд не занесло снегом, они на подъезд тоже делают, видите, такую вот как палатку защитную. Как ты думаешь, почему они не строят вот такие защиты? Типа... Стационарная сразу? Не знаю. Такая вот защита подъезда. Здесь у нас лопата и 2 канистры незамерзайки почему-то. Снега в Квебеке гораздо больше. Такие вот сугробы огромные. А мы идем смотреть модную современную мечеть. Здесь, кстати, тротуары посыпают гранитной крошкой. Тут не соль. Тут вот гранитная крошечка. И интересно, что несмотря на суровый климат, никто не стеклит балконы. Так, это не мечеть. Это не мечеть, я ошибся. Это библиотека. Библиотека. И вход тоже, видите, от снега защищен такой вот палаточкой. Вот это вот библиотека. Здание библиотеки очень крутое, интересное. Я думал, это какой-то храм, похож на религиозную архитектуру, но это библиотека оказалась. И вот здесь вот все завалено снегом, они снег не вывозят, а складывают. То есть это вот уровень 1-го этажа, чтобы вы понимали, сколько снега. Видите, здесь все в снегу.
А здесь он уже соль насыпали. У них как-то странно, у них где-то соль, где-то крошку гранитную. Обратите внимание, что машины по сравнению с Россией относительно чистые. То есть есть такой вот белый налет, видимо, там от соли, еще чего-то, но нет этой вот чернющей грязи, которая у нас. То есть у нас машина сразу становится черной. Здесь они, конечно, пачкаются, но не до такой степени. Вот так вот выглядит машина, на которой мы проехали 500 километров. Мы были в Оттаве на этой машине, мы были в Монреале, и сейчас мы в Квебеке. Мы ни разу не заезжали на мойку. Обратите внимание, что машина чистая, ну, относительно чистая. Вот стекла я ни разу даже не протирал. То есть, видите, мы ехали по трассе 500 километров зимой. При том, что была разная температура. То есть, в Оттаве была около нуля. Вчера в Монреале было где-то минус 5, сейчас минус 15. То есть, разная температура, разные дороги. Вот 500 километров, вы себе можете представить, чтобы машина была чистой. Вот так вот. Просто невероятно. Вот что значит, когда в городах нет грязи. Вот здесь дом, и центральный вход не почищен. Деревья у них закрыты такими специальными тентами тоже, чтобы снег не сломал. Потому что, видите, здесь очень много снега. Здесь ничего не чищено. И вход у них с гаража на зиму. Там на гараже стоит тент, и они входят с гаража. И, конечно, снега очень много. Красота просто. Нет, тут чем дальше, тем больше снега. И, кстати, несмотря на обилие снега, довольно чисто. Чистые улицы, чистые тротуары. Здесь гранитная крошечка, уже не соль. И Квебек вообще кажется так получше, чем то, что мы видели до этого. Они даже между столбиков здесь вычистили как могли. Тут у нас действительно Европа. Говорят, Квебек самый европейский город Канады. Здесь у нас похоже на какую-то альпийскую деревню. Фуникулер работает как лифт. Поехали быстрее. И стоит 3,50, да? В качестве элемента благоустройства они делают такие вот площади со стульчиками. Дерево, видите, такие сделали борты от ветра, которые имитируют интерьер какого-то альпийского домика. И такие очаги газовые. Очень круто. А здесь снег не убирают, он просто так утрамбован. Что очень хорошо. Я видел, насколько он чистый. Очень красиво. Просто идеально белый снежок. Вот здесь вообще все хорошо. Река с сильнейшим течением, которая не замерзает, несмотря на лютый холод. И вот здесь видно, как паром идет по этой реке на другую сторону, его прям так сносит течением. Река Святого Лаврентия. Так, еще одна красивая табличка о том, что на тебя может упасть снег. Здесь, кстати, основной язык уже французский. Лёва даже сейчас нашел человека, кто не говорит по-английски. И если раньше все надписи они переводились и были как-то равнозначны, то теперь в Квебеке многие надписи только на французском. Еще одна закрытая остановка. Ну как, она относительно закрытая, защищает только от ветра. Подогрева здесь нет. Нет подогрева? Ветра нету. И они здесь соль рассыпали, чтобы людям было веселее. Но вот странно, что они здесь не делают эти инфракрасные обогреватели. Они же вообще очень простые. Обратите внимание, кстати, что Квебек так очень прикольно украшен зимой. То есть вчера мы были в Монреале, и там все так прямо грустно и серое. А здесь вот какие-то скульптуры из елок с лампочками. Сосульки. На карнизах висят сосульки. Такой вот центр города. Здесь еще нету вот этой вот четкой сетки улиц, параллельно перпендикулярные. Из-за этого город действительно выглядит европейским. А кое-где здесь даже есть брусчаточка. Не, очень милый городок, мне нравится. Ну, конечно, очень здорово то, что они не убрали рождественское украшение. В Монреале убрали. А здесь вот все есть. Из-за этого город нарядный, приятный. Вот это вот водосточная труба.
И водосточная труба уходит сразу в канализацию. Ничего из нее не выливается. Удивительное дело. Лева ставит под сомнение то, что эти трубы уходят в канализацию. Давайте посмотрим на другую трубу. Вот труба. Вот эта труба уходит сразу в канализацию. Ничего из нее не выливается. В России так практически не делают, потому что говорят, у нас какой-то особый климат. Вот в Квебеке сейчас минус 16. Холод, зима настоящая, куча снега, но трубы уходят в канализацию и ничего не выливается на тротуары. Здесь есть бюст Пушкину. Бюст Пушкину, но дойти до него не получается, потому что снега по пояс. Сейчас, Лева, может ты сходишь? Сходи, пожалуйста, расчисть дорогу. Что? Сходи, пожалуйста, Лева. Ради контента, ради зрителей. У меня мало зрителей. Мало зрителей. Просто огромные сосульки, и странно, что их никто не забивает. На тротуаре, кстати, нет никакого ограждения, ничего. Это вот ближайший переулок к центральной улице. Сразу начинается бардак. Все. Соль кое-как раскидали. Лед. Здесь ничего не чищено. И сосульки еще висят. Мы сейчас вылетаем из Квебека в Нью-Йорк, и здесь такая красивая табличка, что пересекать международную границу с травой нелегально. Здесь сразу висят весы, можно взвесить. Выложил? Можно взвесить Всё целую траву. Сейчас будем выкладывать, давай. Выкладывай, давай. Выкладываем. О, все. Мы два опытных путешественника, которые постоянно летают там бизнес-классом, у них какие-то priority доступы, всегда пропускают без очереди. Мы вдруг оказались в очереди, которая просто дикая, длинная. Мы уже полчаса здесь стоим, конца края этому нету. Вокруг у нас куча народу. Это все потому, что мы летим из Канады, авиалиния United, которая про нас вообще ничего не знает. Так, что должно было произойти? Как избежать очереди? Надо было лететь из Майами. Во-первых, было бы теплее. Вот тебе лайфхак, кстати, на будущее. Зимой не стоит летать из Канады. Зимой лучше летать из Майами. В Майами тепло, а в Канаду очень хорошо прилетать летом. Здесь прекрасно летом. Приезжай летом, Илья. Приезжай летом.